Всем огромный привет! Сегодня у меня в работе окно. Мне нужна для него ночная штора. И буду шить для него римскую штору. Хотела пойти простым путем и заказать в шторной мастерской, но так как у меня окно нестандартных размеров, то за счет этого цена оказалась космически неадекватной. Поэтому было решено шить штору своими руками. Я снимаю мерки с окна. И мне нужна штора 180 на 145 сантиметров. Ткань у меня 190 на 150 шириной, поэтому я обрезаю ткань всего лишь на 2 сантиметра по длине. У меня останется размер ткани уже с припусками. Сначала я подкладываю верх и низ шторы. Для подложки верха я оставила 3 сантиметра, а для низа 5 сантиметров. И в готовом виде подложка верха у меня уже должна составить не менее 1,5 сантиметров. Подкладываю вниз. А низ подкладываю где-то на 2,5 сантиметра. Ткань притачиваю уже на машинке в край. И внизу, и вверху по ходу притачивания делаю вот такие небольшие карманчики для входа утяжелителей. Измеряю точное расстояние от верхнего до нижнего шва. У меня получается это 177 сантиметров. Это расстояние я делю на 6 равных частей. У меня получается каждая часть по 29,5 сантиметра. И начиная сверху откладываю равные секции по 29,5 сантиметров. Выравниваю край и вставляю в верхний край шторы утяжелитель. Размечаю первую секцию шторы. От верхней строчки по всей ширине шторы откладываю 29,5 сантиметров. Натягиваю ткань и максимально ровно вычерчиваю прямую мелом. И так повторяю еще 5 раз. Мне понадобится вот такая легкая прозрачная тесьма. Я ее прикладываю в середину к линии проведенной и прикалываю иголочками. И также делаю со всеми остальными линиями. Тесьму я буду прихватывать с двух сторон по краю. На каждой притаченной прозрачной ленте я не забываю также делать пропуски, для того, чтобы можно было в эти пропуски вдеть утяжелители. Основным элементом в римской шторе является ее система. Мне для этого понадобится 12 металлических колец вот такого типа. Я их купила в отделе со швейными мелочами для нижнего белья. И вот такая вот ленточка небольшая, которая будет держать это колечко. На расстоянии где-то 10-12 сантиметров от края я вставляю колечко на ленточке. Вот таким образом. Еще одно кольцо у меня располагается на таком же расстоянии с противоположного края. И третье кольцо по середине шторы. Кольца располагаются через одну ленту. То есть, если вот здесь сделали внизу, следующую ленту я пропускаю и закрепляю уже кольца в следующей ленте. Потом следующую ленту я пропускаю и уже кольца закрепляю в следующей ленте. В следующей ленте. И получается еще у меня один пропуск. И последний ряд с кольцами – это верх шторы. Самым правильным и грамотным шагом, конечно же, будет пришивание колец по ходу действий. То есть по ходу притачивания лент
и по ходу подрубки верха и низа. И у меня по краю идет промышленная такая обработка, то есть она не махрится, но с лицевой стороны она выглядит немного неэстетично и вид незавершенным выглядит. Я притачаю ее на машинке, немного заложив где-то менее сантиметра. Если у вас ткань более податливая и лучше держит складки, то этот край можно просто приутюжить, не закалывать иголочками и притачать на машинке сразу. Для шторных перемычек и утяжелителя вниз я буду использовать алюминиевый прокат. Я купила 6 вот таких алюминиевых трубок размером 6 на 1 и на 2 мм и алюминиевую полоску 20 на 2 и на 2 мм. Если у вас в продаже есть трубки меньше или они есть у вас в продаже какие-то пластмассовые для каких-то целей, я не нашла, смело можете брать, вы облегчите штору таким образом. В продаже они имеются размером 1 метр и 2 метра. Я купила 2-метровые. И сейчас я их обрезаю до нужных мне размеров. Зазубренные края у полоски и трубок обрабатываю крупной наждачкой. Ну вот и все, друзья мои, наступает момент истины. Сейчас посмотрим, насколько я была точна в своих измерениях. И последний у меня шаг, мне нужно продеть сквозь эти кольца нитки, чтобы система заработала. Нитки я выбираю синтетические, обязательно берите синтетику, чтобы она легче скользила по кольцам. Длина каждой нитки равна высота шторы, умноженная на 2 плюс ее ширина. После того, как я повешу штору, выровняю нитки, определю с закрепителем, я лишнюю нить обрежу. Я привязала концы ниток за низ шторы. Теперь я низ убираю. И там, где у меня есть кольца, продеваю второй конец нитки сквозь это кольцо следующее. Точно таким же образом я провожу и все остальные нитки. У меня остался последний ряд колец, это наверху шторы, и сейчас надо просто определиться, в какую сторону выводить все нитки. Сначала заправляются до конца нитками последние кольца. И я выведу нитки вот в эту сторону. Значит, я крайнюю нитку беру, вдеваю в среднее кольцо, забираю уже 2 нитки, эту нитку, которую я вдела, и эта нитка посередине, которая идет, и уже беру 2 нитки. И уже эти 2 нитки вдеваю в крайнее кольцо.
Выравниваю их одинаково по длине и завязываю примерно на последние нитки в узелок. И потом уже, когда буду вешать и выравнивать шторы, буду уже смотреть, какая мне нужна будет длина. И то, что лишнее, я просто обрежу. Вот и все. Теперь можно шторы вешать. Трубку пускаю внутрь крокодильчиков. И так как я планирую использовать штору в двух положениях, это открытом полностью и закрытом полностью, мне понадобится сделать один небольшой узелок и при открытом положении закреплять его внизу под подоконником. Я там вбила небольшой гвоздик, и там буду цеплять веревки. На край нитки нужно обязательно повесить какой-нибудь утяжелитель, чтобы она не выскакивала в кольца обратно. Штора получилась замечательно. Главное в римской шторе это правильно, вернее неправильно, а ровно рассчитать вот эти вот расстояния между секциями, между планками, чтобы не было каких-то изгибов, перекосов. Тогда штора будет подниматься ровно, висеть горизонтально плоскости, и все будет визуально очень красиво и хорошо. Если кому-то нужно положение где-то посередине, или чуть выше, или чуть ниже, чем полностью опущенная штора, можно всегда сделать на любом уровне узелок и точно так же крепить, как я показывала, когда штора поднята до конца. Ну, я считаю, что я с задачей, которую сама себе поставила, справилась на отлично. У меня появилась новая штора. Достаточно хорошо она вписалась в эту комнату и подходит к этим обоям, которые здесь находятся. Штора хорошо закрывает дневной свет, и вечером она тоже смотрится симпатично, освежающе. Я довольна. На этом я с вами прощаюсь до новых идей. Не забывайте оценивать видео и подписываться на канал. Всем пока!